Нам понадобится проволока, можно брать 0,3 или 0,2 для бисероплетения, без оплетки. У меня она серебряная и есть медного цвета. Также масляная краска травяная зеленая. Заранее ее разводим растворителем. Нашу проволоку нарезаем на небольшие кусочки, приблизительно в 3-3,5 сантиметра для удобства, чтобы держать ее. И также на более длинные 6-7 сантиметров. Наводим холодный фарфор, можно с добавлением или белил, или немножечко зефирной глины. Берем небольшой кусочек и разделяем его приблизительно на 2 миллиметра, 2-3 максимально. На проволоке делаем петельку, одеваем нашу глину и снизу делаем небольшие прищипы. Кладем на указательный палец и большим в нижней части прокручиваем. Таким образом у нас получается очень тонкая ножка и шарик на конце. Еще раз. Сделали горошину, ее одели на петельку, снизу немножко прищипнули и прокрутили. Таким образом у нас ножка получается приблизительно 1 сантиметр. И прокрутили. Оставляем сохнуть. После того, как наши заготовочки, ягодки подсохнут, мы отрезаем лишнюю проволоку, оставляя буквально 1 миллиметр край торчащей проволоки. Берем теперь длинную проволоку и кусочек глины уже в 2 раза больше, то есть приблизительно 3-4 миллиметра. Скатали шарик, одели на глину, и почти половина этой глины мы отщипываем. Это что такое? Отщипнули и опускаем вниз. Так, чтобы у нас ствол получился уже приблизительно в 2 сантиметра. Можно брать вот размер пальчика. То есть, если маленький у нас размер получается в ширину, то это в длину. Сделали. Берем клей ПВА, окунаем самый кончик и вставляем. Вставили, чуть-чуть прокрутили. Теперь с противоположной стороны. Вставили и аккуратно прокрутили. Теперь в шахматном порядке, то есть первое введение мы делаем где-то на середине, а следующее введение практически у основания. С одной стороны и с другой стороны.
Такой метод введения я уже показывала в мастер-классе про желтую метельчатую гортензию. Поэтому ничего нового здесь я не открываю. И оставляем до полного высыхания. Делаем необходимое количество. После того, как они у нас высохли, конечно, мы все это разъединяем. Как вы можете видеть, прекрасно все держится. Вот такие малипучки. Их можно собирать как формы треугольника, да, то есть вот таким вот образом, то есть постепенным увеличением числа, чтобы получилась веточка. А можно и как в виде ягодок, таких вот. То есть все будет зависеть от того, как вы хотите, чтобы оно выглядело. После высыхания нашу разведенную травяную зеленую мы окрашиваем только нижнюю часть со всех сторон. То есть самые края мы оставляем белые. Также их можно, допустим, розоватым сделать, самые краешки, шарики эти. Или же оставить белым. Еще раз повторяю, вся конструкция должна высохнуть перед окрашиванием и сборкой соцветия. Вот, допустим, достаточно. И, допустим, собираем по 4. У самого краешка взяли, сложили крестиком и закручиваем. Это вот простая вот такая вот сборка. Распределили, обкрутили глиной и ее также протонировали. Вот такая вот мелочь.